Всем привет, с вами Кайф Патруль, и сегодня мы прибыли на место Wulong Fallen Dynasty, чтобы выяснить, имеется ли тут кайф. Так что задержимся до выяснения обстоятельств. Так как игра новая, сейчас на экране появится тайм-код, куда перемотать, чтобы не наловить спойлеров. Там обсудим плюсы, минусы игры и подведем итог. Начнем с моего отношения к предыдущим играм студии, а именно Nioh и Nioh 2. Менее полугода назад я прошел Nioh 2, и она меня вполне себе затянула. Возможность прокачать своего воина в ниндзю и закидывать всех кунаями и сюрикенами, да еще и юзать ниндзюцу. Всем, кому понравился Наруто или тематика шиноби, мечтали именно об этом. Ведь сами игры по Наруто, во-первых, файтинги, и тут все ограничено, во-вторых, как и первоисточник, направлены на все возраста с упором на подростковую аудиторию, так что никакой жестокости. А что тогда делать тем, кому понравились более кровавые тайтлы, такие как Манускрипт Ниндзя? И вот Nioh стал именно этой игрой. В целом это первый Souls-like, затянувший меня настолько, что я даже почти прошел ее второй раз на NG+. А я вообще не фанат играть в одну и ту же игру дважды, за редким исключением. Тем более подряд, когда сюжет и все такое у вас в памяти свежи. Первый Nioh я поиграл после второго, и он показался скучным, так как сиквел взял все лучшее от оригинала и улучшил еще больше. Так что если соберетесь знакомиться с данной серией, начните с первой части. Теперь перейдем к нашей новинке. Но для начала, чтобы не отвлекаться в дальнейшем, давайте поговорим о спонсоре данного видео. Спонсор данного ролика — это я. Так что поставьте лайк, напишите комментарий. Ваша активность поможет развить канал и добавит мне мотивации делать новые видео. Вернемся к игре. Хватайте первое, второе, компот и про хлеб не забудьте. Приятного аппетита! Игра нас встречает катсценой, в которой говорится об эликсире и о том, что он сокровище, которое искали правители древности. И что среди искавших его и бессмертия был первый император династии Цинь. А что мы знаем об этом? Что в 221 году до нашей эры Цинь Ши Хуанди, он же Ин Джен, объединил под своим влиянием Китай, разделил его на 36 провинций, управляющихся чиновниками, назначенными им. Проводились репрессии против конфуцианства и его сторонников. Так в 213 году до нашей эры был издан указ о сожжении недозволенных сочинений, находящихся в частном владении. Также он объявил век без войн и, собрав со всех оружие, переплавил его в 12 монументов. Он упорядочил понятия меры и веса, ввел стандартное написание иероглифов, организовал жестокую бюрократическую систему управления. Также в период его правления началась постройка Великой Китайской стены. Были построены уникальная гробница Цинь Ши Хуана, в которую входила терракотовая армия, огромнейший императорский дворец Эпан и сеть дорог общей протяженностью в 7500 километров, опоясывающих страну. Стоит ли говорить, что когда император умер в 210 году до нашей эры, начались мятежи и восстания, и века без войн так и не случилось. Так в октябре 207 года до нашей эры Лю Бан стал новым императором и основал династию Хань, которая просуществовала с 206 года до нашей эры по 220 год нашей эры, хотя информация в источниках разнится. Итак, мощь эликсира принадлежала темным силам, и даже после падения династии Цинь продолжала оказывать темное влияние на конфликты и политические интриги. И при правлении последнего правителя династии Хань эликсир вновь грозит пробуждением дремлющих на нашей земле драконов. Ничего не поняли? Вот и отлично, игра так и хочет. Так что давайте разбираться, что же нам рассказывают. Солдаты желтых тюрбанов, также именуемых желтыми повязками, названными в честь цветов их одежды, реально существовавшее восстание в конце 2 века нашей эры, разоряют какую-то деревню, в которой наш протагонист ловит копье в брюхо, но парень с завязанными глазами дарит нам медальон в виде дракона, который нас оживляет. Не амаш ли это в сторону Секира? Создаем персонажа, так как мы избранные, обязательно используем данную нам возможность гетерохромии и делаем глаза разного цвета. Нас выплевывают в мир игры и разоренной горящей деревни, в которой нас учат бить и блокировать, уклоняться и парировать, ну и конечно же прыжок на отдельную кнопку. Хорошо хоть в современных соус-лайках поняли, что это отличная идея. Распинывая бомжей, видим какую-то шкалу с цифрами над нашим здоровьем. Игра поясняет, что это ранг боевого духа, и чем он выше, тем вы опасней. Но и у врагов эти ранги тоже есть. Сразу забегу вперед, чтобы к этому не возвращаться. Чем выше ваш ранг, тем больше урона вы наносите, тем меньше получаете. Максимальный ранг 25. Повысить можно, убивая врагов, и потерять, пропуская неблокируемые мощные атаки врагов. И вот тут есть двоякое ощущение от этой механики. С одной стороны что-то новое, а это хорошо. С другой стороны, вне зависимости от вашей прокачки и заточки вашего оружия, ранг надо набивать. У боссов в основном 20 ранг, и если вы не хотите отлетать с ваншотов, вам надо быть около этого ранга, что как бы намекает на то, что карты вам придется чистить. При смерти вы теряете ранги до нуля,
Но есть флаги, устанавливая которые вы повышаете минимальный ранг. Они также являются местными кострами, у которых можно прокачиваться. Узнав о спецударах оружия и не с первого трая зачистив карту, мы доходим до первого мини-микро-босса. Узнаем, что некоторые флаги можно установить только расчистив охрану вокруг, так что объясняем, что он не прав, и устанавливаем свой флаг. Ну и да, если вы проиграете бомжу или мини-боссу, он станет на один ранг выше, так что умирая, вы делаете свою игру сложнее. И вот мы подошли к своему первому полновесному боссу. Звать эту гниду Джан Лян, реально существовавший в истории Китая стратег, но жил он на стыке династии Цинь и Хань, то есть за 200 лет до событий игры. О, Джан Лян, этот парень мне подарил не только знакомство с игрой, но и жаркие часы траев. Да, вы не ослышались, я жидел и не один раз. Не поняли, почему я сказал жидел, а не сфидел? Это все мой Т9, который упорно доказывает, что писать я не умею. На экране будет подсказка, там сможете ознакомиться с данным нюансом. Эта игра решила пойти по стопам Секира, то есть урон обычными ударами вы наносите небольшой, надо именно парировать. Но эта механика не моё, я по перекатам. Но этот парень мне объяснил, что моя тактика полное говно и надо учиться парировать. Что и пытался сделать. Также в этом бою я заметил, что тут надо прессинговать врага. Во-первых, вы постоянно наносите ему урон. Во-вторых, вы не даете атаковать ему. В-третьих, вытекающий из второго пункта, чем меньше он вас атакует, тем меньше шансов того, что вы провалите парирование. Спросите, что сложного в парировании? Перекаты, очевидно, намного проще по таймингу. Так еще и почти у всех врагов есть треклятые атаки с задержкой, то есть реагировать на атаку надо исключительно тогда, когда плюха полетела в вашу сторону, ни раньше, ни позже. И спустя каких-то 20 минут я его побеждаю и узнаю, что у этого гада есть вторая фаза. В катсцене он принимает тот самый эликсир и превращается в демона. И давайте сразу обсудим то, что бросается в глаза, а именно анимация боя. Это же просто бомба. Ни в одном Souls-лайке я еще не видел такой красочной, сочной боевки с такими охерительными анимациями. Победить первого босса я смог только после кучи траев и прохождения обучения. Казалось, у вас есть дух зверя, ультимативная атака, которая не так уж и дамажит, но в первом бою, во второй фазе босса, только используйте ее, как наступит победа. То есть спустя где-то половину хп второй фазы. Так что ура, победа, спустя всего-то 2,5 часа попыток. Нам показывают видос, в котором злой дед устраивает парню с завязанными глазами проникновение пальчиками, выпускает из него дракона и переманивает на темную сторону. Роняет нас в воду и улетает по своим злым делам. Очнувшись, встречаем какого-то красивого китайца, который становится нашим первым напарником. Да, в этой игре на вас скидывают напарников. Не самых умных и полезных, но в соло вы будете бегать редко. Также заметил, что враги никогда не замечают ваших напарников, если не заметили вас. За это лайк. Встречаем первые могилы других игроков. Взамен пятен крови из ДС тут такие вот погребальные флаги. Если их активировать, вы на время увеличиваете ваш ранг на 2 пункта и восстанавливаете здоровье. Отомстив запавшего игрока, вас наградят очками доблести, которые можно потратить у одного из торгашей, либо на расходники, либо на рандомные вещи. Наш напарник рассказывает, как плохи эти желтые тюрбаны и что их надо остановить. Тут давайте прервемся и поговорим о прокачке. Она слегка странная. Вы качаете не статы, как привыкли, а элементы стихий, которые повышают вам здоровье и какие-то пункты, относящиеся к этой стихии. А еще навык владения ей, чтобы использовать магию данной стихии. Я ей почти не пользуюсь, но выбора классов тут нет, и магия доступна всем. И так повезло, что выбранный мною меч лучше всего усиливается от стихии, которая давала поначалу по 7 хп за уровень, а потом по 6, в то время как другие стихии дают по 3 за левел. И вот, подкачавшись, находим мини-босса. Дальше он будет просто усиленным врагом, но сейчас я такого гада вижу впервые. Напарник говорит, что это грозный враг, а вокруг куча погребальных флагов, один из которых принадлежит игроку 28 уровня. Ну я напрягся, но решил попробовать, ведь выглядит это очень интересно. И знаете что? Я убил его с первого трая на 10 уровне. Был горд за себя, но немного расстроился, ведь ожидал чего-то большего. Видим новую катсцену, где нам презентуют второго босса. Снова омаж на Секира? Или если у обезьяны голова на месте, то не считается? Так или иначе, привыкнув к таймингу его мощных атак, с третьего трая убираю его. Нам дают нового духа зверя и будут давать после победы над каждым боссом. Знакомимся с кузнецом, у которого мы сможем затачивать оружие и броню. Убивая бомжей, подумал, что нашел баг. Но как позже оказалось, это фича. Если вы падаете с обрыва или в воду, вас возвращает на место с 1 хп.
То есть в этой игре так глупо умереть вы не можете, но если у вас не было хилок, то будете активно терять нервные клетки по дороге к флагу. Заходим на арену, видим это местный колизей, видим женщину в беде, которой естественно надо помочь, и нас знакомят с боссом, который нам объясняет, почему жирный и конкретно бекон может быть вреден для здоровья. В катсцене нам показывают, что девушка, которую мы спасли, так-то не лыком шита, и вообще рейден местного разлива. Только теперь непонятно, как она оказалась в плену. Знакомимся с 3 братьями, которых наняли добровольцами на сторону желтых тюрбанов. И это опять же исторический факт. Стихии работают по принципу камень-ножницы-бумага, сильнее против одних и слабее против других. Но так как их тут 5, запоминать мы это не будем. Да и пользоваться тоже. Встречаем первую панду, она же демон Шитешу. Мы можем скормить ей одну вещь и получить что-то взамен. И пожалуй тут поговорим о предметах. Дело в том, что именно в них разработчики решили соединить механики Nioh и DS. В первой у вещей были уровни и редкости, вы их могли прокачивать или выбивать другие помощнее. В то время как в душах вы просто затачивали вещи на +1, +2 и так далее. В итоге у нас есть вещи, имеющие степень редкости, где белая худшая, золотая лучшая, и заточка SDS. Качество экипировки влияет на количество дополнительных опций, в худшей 1, а в лучшей 4. Получается, что редкая вещь и обычная имеют одинаковый урон или защиту, что как бы не очень-то логично, согласно тому, к чему мы все привыкли. Но имеем то, что имеем. Еще немного о спецударах. Тут пошли в сторону пепла войны. Когда я поменял свою фиолетовую саблю на такую же, но золотую, в ней вместо одного спецудара стало 2, но оба другие. А самому заменять приемы нельзя. То есть если вам полюбился какой-то спецудар, придется искать более эпичную пушку с тем же ударом. Однако они не стихийные, так что отличаться будут только самим мувсетом. Мы видим, как злой волшебник Джан Бао поджигает своего слугу из желтых тюрбанов, эффектно телепортируется и обещает, что мы пожалеем. О, и я пожалел. Пожалел о том, что крутым этот парень был только в катсцене, а бой с ним был простой и не самый зрелищный. Согласно истории, этот парень вместе со своим братом были одними из лидеров восстания. Брат его погиб, да и он тоже, так что нарушать историю не станем, и с первой попытки ура, победа. Давайте еще немного окунемся в историю. Одни историки считают, что эпоха Троецарствия в Китае началась в 184 году нашей эры, другие же считают, что в 220-м. Все действующие лица имеют здесь исторический референс, но инфа по этому времени довольно путанная. Так что если я где-то ошибусь, не судите строго, свидетелем тех времен я не был, несмотря на то, что я стар, даже супер стар. Как я понял, 3 вышеупомянутых брата сначала были призваны на сторону желтых повязок, но были разбиты Цао Цао, которого мы встретим далее, и после этого уже стали сражаться вместе, потому что они хотели не восстания, а процветания империи Хань. Но так как империя Хань сама себя изжила и раздираемая интригами и коррупцией катилась в тартарары, наступила эпоха Троецарствия. Еще добавляет проблем вниканию в историю имена действующих лиц. В зависимости от источника они были указаны на китайском или упрощенном китайском языке. Так что имеют разные переводы, плюс у каждого есть имя, которым их почти никто не называет. А если они становятся императором или еще кем-то, то могут сменить имя, а после смерти их снова могут назвать иначе. Нам в напарники дают Сунцзяна, который считается потомком Сунь-Цзы, но документально это не подтверждено. Вы не знаете, кто такой Сунь-Цзы? Это легендарный стратег Китая, живший в 6 веке до нашей эры, написавший «Искусство войны». Тут я сменил духа зверя на дракона, который лечит. И я не совсем понял, это духи плохо сбалансированы или ими попытались уравновесить систему рангов? Дело в том, что действует аура дракона не так уж и мало, а лечит она буквально по 100 хп в секунду. К концу игры я имел около 800 хп, то есть лечил дракон будь здоров. Под его действием можно было в лоб танковать босса, позабыв о парировании. Стоит ли говорить, что я больше ни одного духа зверя даже не смотрел? Мы встречаем брата нашего первого босса и лидера восстания желтых повязок. Из всей битвы с ним я запомнил один пропущенный удар, где он проткнул меня своим шикарным маникюром. Но я в долгу не остался, и несмотря на то, что лидер восстания побежден, войну так легко не остановить, так что наша история продолжается. Нас приводят в местный хаб, где можно всегда найти кузнеца, торговцев, персонажей со своими маленькими историями. В целом, довольно красивая локация. Теперь нам надо найти учителя, который знает, что тут вообще происходит. Отправляемся на поиски и встречаем его. Самого душного босса данной игры. То, что к таймингам его так надо привыкнуть, это ладно, со всеми боссами так. Но из-за того, что это огромная хрень с тентаклями, радиус его атак понять не получается от слова совсем.
То он ударит рядом, то его культяпки вытягиваются на километр и достают вас через пол-арены. То он, ползя вперед, просто движется, а уже в следующий раз его шлепки по земле наносят урон. В общем, он та еще мразь. Этот косплеер Восьмихвостого отнял у меня больше часа жизни и около 40 траев. Битва не ощущалась честной или интересной. Тут еще началось падение качества в трансляции на YouTube, вообще не понял почему. Пытался загуглить, но ответа так и не нашел. Так что если вы в курсе, из-за чего такое может быть, прошу в комменты, просветите. Тем временем узнаем, что учителя зовут Цзо Ци. И это довольно интересная личность. Не знаю, есть ли этому документальное подтверждение, но по данным разных источников, умер он в 280 году, в возрасте 300 лет. Да-да, вы не ослышались, 300. Сейчас в его честь есть даже какие-то препараты, якобы продлевающие жизнь. Дедуля Долгожитель нам рассказывает, что энергия Ци может быть как истинной, так и демонической, и что он с другими монахами уже бесчисленное количество лет следят за судьбами людей. И именно мы такие особенные, кто может вернуть в мир свет истинной Ци. А также поясняет, что война способствует созданию эликсира, ведь для его создания нужны человеческие жертвы, а для создания оболочки нужен потомок дракона, так что все становится понятней. Объединяемся с Цао Цао и идем узнать у главного евнуха, кто распространяет эликсир по округе, но его охрана нас не пускает, и приходится идти по канализации. Встречаем Бэйши, помесь гейши и медузы Гаргона. За ней находим тюрьму и госпожу Джень. Возможно, это дань уважения тезки из 1800 года, известной женщине-пирате. Она говорит нам о том, что главный евнух тут высасывал из людей жизненную энергию. Так что надо его наказать. Поднимаемся в его усадьбу, и это одна из тех локаций, которая сложнее босса впереди. Встречаем Джан Рана и, не теряя времени на его гнилые движухи, с первого раза отправляем его к Аиду. Или кто там у этих китайцев за него. Но этот Мудин не подыхает, а убегает от нас, и пока мы его догоняем, успевает забежать в комнату с эликсиром, а там Дунджо, один из генералов, который проиграл несколько сражений и был смещен на какую-то бесполезную должность, убивает нашего Мудни и крадет эликсир. Во время игры у меня возник только один вопрос. А какого хрена? Раненый старик убегает от нас, мы бежим за ним, но вперед нас там оказывается кто-то еще, они успевают поболтать, прикончить старика и украсть кучу ящиков эликсира. Мы с 2 пересадками его догоняли, что ли? Нам показывают масштабную битву, которая происходит 4 годами позже. Что мы делали все это время? Хз. Будут еще скачки во времени, в период которых наш герой, видимо, просто сажал картошку. На охране замка стоит Хуба Сюн, известная личность в эпоху Троецарствия. В битве с ним позабавило то, что с боков от арены стоят баллисты, из которых можно в него стрелять. На последнем ХП отправляю его в лучший мир и заходим на арену к Люйбу. Он был главнокомандующим и полководцем, а также прекрасным наездником и лучником, а исторический роман Троецарствия нарек его лучшим воином Китая. И, видимо, разработчики поверили этому роману. Завалить эту гниду в соло у меня так и не вышло. Полоску баланса ему надо сбить дважды. Первый раз, пока он на коне, а второй раз, когда он с него спрыгнет. И я вам скажу, что без коня он просто аннигилирует все сущее. Его копье как будто длиной в милю, из-за чего радиус его атак имеет мое почтение, мнение и меня самого, как бы далеко я не пытался от него отходить. А иногда эта падаль, пока ты ему выматываешь полоску стабильности, запрыгивает на коня, аннулируя ваши достижения на этом поприще. Так что мною было принято решение ничего никому не доказывать и позвать живого игрока на помощь. И не считая долгого поиска, это просто имба. Так как если кто-то из вас падает, второй игрок может поднять раненого. Получив от нас люлей, он гнет наш меч и сбегает. Нам показывают горящий Лаян, в котором Дунджо выпустил демонов и отступил в форт Мэйю. Так что зачищаем Лаян от демонов, встречаем деда, который, полетав на драконе и побрызгав во все стороны пафосом, берет красный дрын и пронзает им демона, отчего тот становится убер-сильным, огромным и неповоротливым. Его зовут Таоти, прототипом которого служит Тао-Тё, чудовище, которое изображали на сосудах для обезглавливания жертв. Особенностью изображения являются огромные круглые глаза с мощными надбровными дугами и крупные развесистые рога, которые могут изгибаться в спиралевидные узоры. Но так как он не особо шустрый, с первой попытки отправляем этого чел-медведа-свина к праотцам. Но этот гад решает встать во второй фазе. И тут я напрягся, ведь хилок не было. Но стоило выписать один репост, и он отстал. Прилетает Долгожитель и говорит, что дальше нам на юг. Что ж, погнали. Получаем напарников 2 братьев Сунь, Це и Цуань. Це станет первым правителем династии У в Троецарстве, но погибнет и передаст Цуаню бразды правления. Вместе с ним добегаем до босса.
где дед в черном при помощи лучников красным елдаком превращает отца ребят в демона. Из-за его размашистых атак и малого размера арены драться с ним проблемно. Тут я просто так призвал двух живых людей, чтобы рассмотреть эту механику получше и поделиться с вами. Так вот, втроем босса можно просто унижать. Мы постоянно наносили ему урон, тем самым расшатывая его баланс беспрерывно. Так могучий тигр стал безвредной киской, которую мы порвали. Всех этих движух батя не пережил, выразил своим сыновьям респект и отъехал. Прилетает учитель и рассказывает, что его ученица в соло проникла к Дунджо. Мы видим красивый мультик, где она танцует в компании других девушек, и на вопрос Дуна, кто она такая, отвечает, что она Дяо Чань. А это одна из 4 великих красавиц древнего Китая. Причем, в отличие от остальных 3, нет никаких доказательств, подтверждающих ее существование. Тем не менее, о ней часто упоминается в китайских исторических записях. И этого Дуна мы и идем карать. И несмотря на то, что парень не самый легкий, дойти до него все же было сложнее. Он, по примеру старпера, которого сам прирезал, уползает от нас. В разговоре красавица называет Люйбу своим братом, спрашивает, зачем он встал на сторону Дунджо, который врывается в комнату, и красным дилдо пытается превратить ее в демона. Но Люйбу показывает ему, зачем нужно копье и какой стороной его надо втыкать во врагов. И вот тут отойдем от игры к истории. Дело в том, что Люйбу действительно присоединился к Дунджо, разграбил и поджег Лаян, а потом его уговорили убить Джо. Только о демонах в истории не было ни слова, да и красотка была его любовницей, а не сестрой. По какой-то причине нас отсылают, и мы спокойно уходим, оставив эликсир у Люйбу. Тоже момент не очень мне понятный. Нам сообщают, что Бу забрал эликсир, а Цао Цао пошел на него войной, но проиграл Пуян, что достоверно по истории. Так что идем этот Пуян отвоевывать. Нам показывают еще раз, какой Бу крутой, а потом он отступает, и какой-то Юран бросается за ним в погоню. Мы с Сяхоу Юанем, который родственник Цао Цао, посмертно названный князем Минь, проходим локацию попутно в стиле загадок из Лары Крофт, опускаем уровень воды, чтобы пройти дальше. Видим, как из лука в Юрана стреляет красным дрыном, и он превращается в демона. И эта битва просто что-то. Он постоянно летает, срет огнем и не особо-то подставляется под удар, благодаря чему битва не ощущается особо честной. Кстати, Юрана зовут Сяхоу Дунь, брат нашего компаньона. Воин был хороший, а полководец так себе. С 4-й попытки убираем его и видим, что Цао Цао настолько крут, что Наруто-терапия возвращает Юрана в человеческий вид. Но и тот не пальцем деланный, вытаскивает дилдо из глаза и все, огурчик. Вот люди-то были в Китае, что не воин, то богатырь. Теперь нам надо отбить Сяо Пей. Блин, Вэнь Сам Пей. Они реально с такими названиями нормально жили? Ладно, успокоились и идем дальше. Тут ко мне впервые вторгается живой игрок. В принципе, драка была неплоха, но почему-то он влетел сразу с максимальным рангом. Но хотя бы при смерти от его рук не теряешь свой ранг. И ладно. Нам противостоит Джан Ляо, прихвостень Бу. Скачет он как сайгак и сыплет молниями. Создается ощущение, что в Китае все потомки Рейдена. Меньше чем с 20-го трая оформляем ему унижение, и он, как настоящий воин Китая, предает своего хозяина и встает под наши знамена. Цао Цао нападает на Сяпи, но армию смывает водой, так что идем делать все своими ручками. Нам показывают катсцену, в которой дед склоняет Бу к использованию эликсира, и он чуть-чуть использует и пытается прикончить старого. Но тут врываемся мы, и Бу отвлекается, за что получает дилдом по лбу и уже превращается в демона. И вы только на него гляньте, что у него за копье-то такое, что растет вместе с ним. Эта битва намного проще первой. А вот что понравилось в ней, так это то, что он кастует фаербол, я по таймингу его отправляю обратно, на что он делает то же самое. А я такого не ожидал, так что пропускаю. В следующий раз, будучи готовым к этому, я дважды отбиваю фаербол, и он достигает цели. И еще разок он делает то же самое, я памятаю о том, что он отбивает дважды, после второго раза расслабляюсь, и он повторяет это в 3-й раз. Я, естественно, пропустил, но обрадовался. Во-первых, это было круто. Во-вторых, количество повторений рандомное, так что просто запомнить нельзя. Мелочь, а приятно. Так что с 3-й попытки мы его побеждаем и узнаем, что сильнейший воин хотел победить эту всю демоническую муть, поэтому принес сложную клятву Дуну, а потом прикончил его, заполучив эликсир и сел ждать деда. Но сил ему не хватило, и поэтому мы тот, кто сможет сложить деда. И вот знаете что? Из его уст это звучит логично. Я не люблю, когда в играх мы сразу избраны. Ты еще ничего не сделал, но уже крутой. А тут мы его дважды побили, он почти поразил деда, а значит мы сильнее его, и нам может хватить сил побороть зло. Нам показывают, что демоны давят армию, и пока последняя отвлечена,
Юань Шао крадет эликсир. Согласно истории, в 200 году он действительно воевал с Цао Цао и потерпел несколько поражений, так что идем вершить историю. По пути к нему встречаем парных боссов, и вот тут хочу сказать, что приятно, что все боссы разные. Да, обезьяна потом станет рядовым врагом, а кабан и восьмихвостый еще по разу выступят мини-боссами, но в остальном все боссы уникальны и не купаются в самоповторах, что и глазу приятно, и битвы с ними уникальны. Убираем их с первой попытки и идем дальше. После этого мы вновь встречаем толстого из трех братьев, и я вот опять не понял происходящего. Ведь он предъявляет брату, что тот примкнул к Цао Цао, но ведь они уже все втроем были с Цао Цао. Или что происходит? Если кто в курсе, черканите в комменты. В общем, старший клянется на своей палке, что все ровно и мы идем дальше вместе. Видим, как Юань Шао втыкает красный дрын в их третьего брата, и у нас опять летающий враг. Да что ж такое-то? Только этот гадит электричеством. Эти его сферы, которые по несколько волн молнии отправляют, особенно когда он их кидает 4 штуки, и как ни встань, 2 всегда окажутся у вас за спиной. Ориентироваться для парирования тут можно только на звук. На 5-м трае игра решила вылететь, но это был второй и последний вылет за все прохождение. 8-й трай стал успешным, и мы его спасаем от демонической Ци, и братья уводят его к Цао Цао. Мы снова видим братьев Сунь, только старший получает нож в пузо, ведь в образе младшего был злой дед, которого Бу назвал Юй Цзы. Забавно то, что в реальной истории он был лекарем, лечившим всех заговоренной водой, и был казнен. В записках о поисках духов написано о его казни. Записки эти – это сборник рассказов о магах, духах и прочем сверхъестественном. Прибегает настоящий малец, и брат умирает у него на руках. И вот тут я сказал, что если даже нас ждет босс, после которого будет финальный, я не расстроюсь, так как игра как будто бы дала уже столько, сколько надо. Придя к Юань Шао, видим, как он закидывается эликсиром и превращается в демона. Но какого-то громоздкого и неповоротливого. Я был на 7 рангов ниже него, что как бы создавало сильный перевес в его сторону. Но даже так, с 3-го раза, ура, победа. Он рассказывает свою грустную историю жизни, и оказывается, что они с Цао Цао старые друзья. Так что Цао проводит последние минуты друга рядом с ним. Следующим идет злой дед, который предлагает нам помочь ему создать совершенный эликсир. Но мы отказываемся. Долгожители со своей ученицей сдерживают дракона, пока мы деремся с Юй Цзы. И хоть я убил его со 2-го трая, хочу сказать, что битва с ним такая себе. Раскидывается магией, взлетает вверх и оттуда запускает фаербол, который довольно быстро летит. А если вы пытались в это время его прессовать, то угла камеры не хватает, чтобы увидеть, в какой момент он запускает фаербол, что как бы мешает парировать. Он всаживает дилдо в дракона, и они сливаются в единое целое. Но это вообще не серьезно, так что сразу его убиваем. И спасаем паренька с завязанными глазами. Забыли про него уже? А ведь с него все началось. Нам говорят, что наконец-то можно вздохнуть спокойно, все возвращаются к себе, а нас ночью будет чуйка, и мы приходим в себя в той самой сожженной деревне из начала игры. И пройдя до поля боя с первым боссом, мы находим там юношу с завязанными глазами. Но он немножко не в себе, из-за всех манипуляций деда. Так что сражаемся и с ним, и он обладает мувсетом старого, но дополненным своими фишками. Что понравилось? Так это то, что он может так же, как и мы, парировать удары. Что не понравилось, так это вышеупомянутые удары деда. Траев за 15 справляемся с ним, изгоняем остатки старого из паренька, видим, как все хорошо, и узнаем, что своими глазами уже мужчина может смотреть завтрашний день. Так что нам показывают, видимо, падение династии Хань по версии, где она в 220 году сменилась эпохой Троецарствия. После прохождения сюжета вам предлагают перейти на сложность выше, что даст возможность выбивать снаряжение рангом выше золотого и с какими-то новыми опциями. Но и это сделали по-новому. Вы не идете на НГ+, а на карте нажимаете кнопку и меняется сложность. Так что если вы туда дернете недокачанным, сможете нажать кнопку снова и перейти на предыдущую сложность, чтобы подкачаться. Приятно, что есть бонусы для эндгейма. Сразу скажу, что я туда зашел, и сложность сделана так, что боссы теперь имеют ранг на 5 выше, чем был в первом прохождении. Так что еще часок потратив первого босса, я решил отдохнуть и заняться написанием текста. Что там дальше, я и сам не знаю. Пройдя всю игру, я хочу вам сказать, что именно первый босс мне понравился больше всего. Сначала он тебя ломает, если ты не из тех, кто привык к парированию. Узнаешь, что его можно прессовать и сбивать атаки. Да и в бою с ним, который занял кучу траев, я чувствовал, что все идет честно. Он не летает через всю арену, его удары не покрывают большую часть арены. Ввиду цветовой гаммы на поле брани, все атаки его легко считаются, так что если вы пропустили атаку, то виноваты только сами. Итак, начнем с плюсов. Динамичная боевка, великолепная хореография и анимация боя. Сюжет.
Пусть и не шедевральный, но само наличие полноценного сюжета в соусах само по себе класс. Так он еще и отлично переплетается с историей Китая тех годов. Китайский флер, эти доспехи и демоны выглядят просто отлично. Достаточно большое количество неповторяющихся боссов. Оптимизация на PS5. Было 2 вылета игры, но больше никаких багов и просадок FPS встречено не было. Теперь то, что я не могу классифицировать как плюс или минус. Система рангов. С одной стороны что-то новое, с другой необходимость защищать локацию. Система призыва живых игроков. Вещь не обязательная, но в крайне сбалансированная. Зверь духа крайне полезный, но то ли не сбалансированный, то ли наоборот балансирующий систему рангов. Но если рангов у вас достаточно, то создается ощущение читерства. К минусам. Нелогичности в сюжете. Мувсет некоторых боссов странный для данной игры. Система парирования не сама она, а то, что сильно сбить баланс врага за раз вы можете только парируя мощные атаки. А они иногда то спамят ими, то в час по чайной ложке дают, что иногда руинит ваш трай. Ведь урон-то они вам и так заносят приличный, а крыть вам нечем. Репост не ваншотит, что как бы нивелирует всю суть репоста. И финалочка — это то, что какой-то гений решил, что однократное нажатие кнопки парирует удар, а двойное активирует уворот. И это удобно. Панику или когда враг быстро и много атакует, вы можете случайно начать уворачиваться вместо парирования. А уворот в этой игре, как правило, не уводит вас из-под атаки, или враг прыгнет в следующей атаке за вами, так что вы просто пропустите лишний дамаг. Каков же итог? Игра отличная, не без огрехов, конечно, но наверняка баланс еще подправит, что сделает ее только лучше. Подойдет любителям соусов, но будет тяжко всем, кто играл, как и я, не от парирования. Любителям Секиро тоже должно зайти, здесь явно вдохновлялись Оной, о чем говорит динамика игры. Только здесь есть и прокачка, и снаряжение, все то, чего в Секиро не было. Если вам захотелось поиграть, прошу вас, не скачивать игру с зеленого ютуба, а купить ее. Я понимаю, что удобных вариантов покупки игры нам не оставили, но лазейки все-таки есть. И на мой взгляд, хорошие проекты должны приносить разработчикам деньги, чтобы у них был бюджет на новые игры и мотивация их делать. А чтобы у меня была мотивация делать видео для вас, поставьте лайк, напишите комментарий, посоветуйте видео друзьям. Всем спасибо и до встречи в новых видео.